Привет! Сейчас мы идем с папой, я и папа, покупать, папа точнее будет покупать машину Альфа Ромео. Звучит очень, наверное, круто, дорого, но на самом деле это просто красиво и оптимально в плане цены и качества, потому что машинка интересная, машинка не скучная, еще и красного цвета, еще Альфа Ромео, да даже само название как бы уже показывает, что это что-то интересное, но при этом это стоит совсем недорого, абсолютно. У папы была до этого Шкода Суперб, но в силу неких событий, ой, скользко, ее пришлось продать, и папа решил купить чуть-чуть подешевле что-то, и попалась вот такая вот Альфа Ромео, прикольная, которая помимо того, что она дешевле и она интересная, она еще и даст какие-то эмоции. Я вышел к дороге, поэтому продолжу с другого места. Вкратце расскажу, почему папа выбрал именно эту Альфа Ромео, именно красную, именно такую полуспортивную. Папа человек эмоциональный, ему хочется что-то такое интересное, а не скучное, как бы чисто просто транспортный засеб. Такие просто, чтобы ездить с точки А в точку Б. Папе нужны эмоции, что-то интересненькое, опять же, чтобы было повеселее, просто ездить. Поэтому выбрал именно на эту Альфу. Опять же, за свои деньги. То, что она из себя представляет, это очень прикольный, спортивный, небольшой хэтчбэк, который 100% будет давать какие-то эмоции. А какие именно, уже посмотрим в ходе эксплуатации. Альфа 147. Итак, мы же идем в МРЭО, чтобы оформить машину, а МРЭО находится на территории столичного рынка киевского. Как бы, кто живет в Киеве, тот знает. А чтобы заехать на территорию столичного рынка, нужно заплатить 25 гривен на таможне. Тут прям так и называется таможня. И это странно, потому что ты едешь в государственное учреждение, и чтобы в него попасть, ты должен заплатить 25 гривен. То есть сумма небольшая, и, естественно, это не проблема. Но сам факт того, что ты должен заплатить, чтобы попасть в государственное учреждение, вызывает очень много вопросов. Хочу сразу указать, что это не типичное видео для моего канала, это не гонки, это не игры, это просто типа влог, как это раньше называло, видеодневник. Он снятый даже больше для себя, поэтому, собственно, и такое качество звука, потому что я записываю даже без микрофона, просто на телефон. И качество видео соответствующее. Поэтому, если ты ожидаешь чего-то серьезного, там какой-то картинки, какого-то звука и так далее, тут вообще не близко ничего такого не будет. Просто нарезка кадров того, как мы покупаем машину, и впечатление от этого. Просто кусочек из жизни. Находимся сейчас мы возле МРЭО, собственно, сейчас будет оформляться машинка. Сидим, ждем очереди. Вот, собственно, процесс оформления всех основных документов. Кстати, удобно, что в очередь можно записаться онлайн, и по приезду в МРЭО не нужно долго стоять в живой очереди. Далее машину отвезли к инспектору, он все проверил, и финал: замена номеров, оплата услуг оформления машины и самой машины, и машина куплена. Итак, как ты уже понял, мы купили все-таки эту машину, папа купил. Немного затянулось это все из-за того, что они хотели менять доллары, говорили, что якобы там с долларами что-то не так, и поэтому пришлось чуть-чуть поездить по обменникам, поменять где-то там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. По итогу все поменяли, все хорошо. Машину купили, папа вот обкатывает ее, едет, проверяет, смотрит, как она едет. В принципе, все хорошо. Твоему вниманию представляется Альфа Ромео 147 2006 года в классическом альфа-ромеовском красном цвете. Выглядит как бюджетная Феррари, ну, по крайней мере, так говорят. Ну, и на самом деле оно плюс-минус так и есть, потому что она очень такая активная, спортивная, резвая. Для меня лично она выглядит как такая прикольная, агрессивненькая мышка, но в целом она красивая, согласись. Там красиво, поэтому решили показать. Продолжаем. У нее 2-литровый бензиновый Twin Spark двигатель. Что такое Twin Spark? Это 2 свечи на цилиндр. Это дает более эффективное сжигание топлива. Но помимо этого, это еще и 2 раза дороже, потому что там 2 раза больше свечей, и их, соответственно, в 2 раза дороже поменять. Мы их, кстати, уже поменяли.
Супер коротко по подвеске. Она очень сложная какая-то, замудренная, придуманная, но благодаря этому она очень классно рулится. Но, соответственно, так как она очень сложная, естественно, что ее дорого обслуживать. Мы ее еще не обслуживали, пока она еще как-то ездит, но как бы в идеале лучше ее уже обслужить. Так как с момента покупки машины уже прошло более месяца, за это время мы уже успели поменять прокладку ГБЦ, свечи, как я уже говорил, все. И это опять же было в 2 раза дороже, чем на обычном двигателе. И лямбда-зонд. Но всего здесь 3 лямбда-зонда. У нас горел чек engine, и нам говорили, что это из-за лямбда-зонды. Мы поменяли лямбда-зонд, но чек не пропал. Поэтому нам предстоит поменять еще 2, либо 1, если повезет. 2 или 1. Лямбда-зонд не 2. Да пофиг, ну ладно. Я без курточки, а это значит то, что мы сейчас быстренько пробежимся по салону. Sit down. Итак, первое, что можно заметить, когда ты садишься в этот салон, это то, что он выглядит очень мягким, потому что здесь не обычная тряпка и не кожа. Здесь что-то типа похожее на велюр и алькантару вместе взятое, наверное. Оно очень мягенькое, очень приятное и выглядит на самом деле дороже, чем оно есть на самом деле. И это придает, опять же, того же уюта и удобства, находясь в этой машине. Дальше что мы имеем? Это как бы ручка для двигания сидения. Как это сказать? Помимо того, что здесь такие сиденья, здесь еще и алькантарой обиты карты дверей. И, по-моему, это очень круто, потому что в машине за такую цену алькантара, ну, это солидно по мне. Больше по комплектации ничего такого на самом деле, но вполне всего хватает. Двигалка, ручка для двигания сиденья у пассажира и водителя одинаково. Также все, в общем, регулировки сидений, они ручные, но как бы машина, опять же, какого года и за какие деньги. Двухзонный климат-контроль, все крутилочки, все вот это вот, оно все хорошо работает. Всякие кнопочки, закрывать салон, открывать багажник. Кстати, багажник открывается только с ключа, там нет сзади никаких кнопочек, либо только с ключа, либо из салона. Также здесь есть магнитолка, к ней нельзя подключать телефон, но прошлый хозяин этой машины нам отдал вот такой вот прикуриватель, в котором есть 3 зарядки, и он как-то коннектится с машиной, и можно по Bluetooth подключать телефон к машине и, соответственно, слушать музыку и разговаривать по телефону. Очень простая вещь, но очень удобная, и в этой машине прям must have. Также здесь есть один подстаканничек, тоже очень симпатичный, посмотри, как он медленно и классно выезжает. И еще одна какая-то ниша, которая оббита велюром, и непонятно зачем она, говорят, что это для карточек. Ну, либо для чего-то другого весьма странного. Также посмотри, как здесь открывается бардачок, можешь перевести на бардачок, очень медленно и очень аккуратненько, то есть. Также здесь есть ABS и антибукс, само собой, наверное, а может и нет. Подогрев зеркал, электронастройка зеркал, ну, электростеклоподъемники, соответственно, тоже есть. Также я забыл сказать, здесь 5-ступенчатая механика. Супер. Из такого прикольного просто, что мне нравится визуально и тактильно, это вот эти вот дефлекторы. Они вот таким вот образом крутятся, и они очень мягенько и очень приятно крутятся, и также настраиваются классно. И, наверное, это все. Также вот тут есть такая пепельничка, но она маленькая, вынимается. Ну, пепельничка классно. Еще ниша большая, кстати, ниша под телефон, она даже прорезиненная. Также здесь есть затемнение в зеркале заднего вида. Маленькая деталь, но прикольная деталь. Также, так как это небольшой хэтчбэчик, тут задней двери нету, и назад можно попасть только через переднее сиденье. Вот так вот его отодвигаем, пододвигаем и аккуратненько садимся. Ничего не пачкаем, потому что коврики красивые, все мягенькое, пачкать ничего нельзя. Я сажусь за собой же. Так, я сижу за собой же, и на самом деле, на удивление, мне очень даже комфортно. Я вообще не чувствую себя каким-то сжатым, скомканным. Мне вполне здесь комфортно. Вот эти штучки, если еще поднять, вообще будет бомбезно. Также здесь есть у каждого пассажира пепельничка. Вот здесь вот, ну, наверное, рассчитывают, что много курят кто-то, но мы не курим. И здесь раз колоночка, большая колоночка, и 2 колоночка. Это все уже за заднего пассажира. Сами сиденья весьма комфортные, не также обиты вот этим вот непонятным материалом, то ли алькантара, то ли велюр. И они реально комфортные, они очень приятные. Также сзади есть тоже дефлектор для воздуха, для отопления или охлаждения салона, собственно, сзади. И, наверное, все. Но у каждого, естественно, есть ремень безопасности. И все. И ручечки, они приделаны, они не выезжают, ничего, но они тоже весьма себе надежные и приятные. Я вот смотрю, и мне сейчас нравится этот белый светлый потолок. Он классный. Также, кстати, даже несмотря на то, что здесь нет дверей, здесь есть какие-то... Пофиг, здесь есть ниши снизу для пассажиров. Опять же, это пассажиры, это хэтчбэк. И здесь все это есть. Здесь реально сзади комфортно ехать. И я сижу за самим собой, опять же, и мне комфортно. У меня 1,83 м роста, и даже сверху я здесь сижу, и у меня остается место. То есть даже если мы будем подскакивать, все равно будет все классно. Есть большое стекло, в которое мы можем смотреть. И, ну и все, пожалуй, сзади, в принципе, больше нечем заниматься. И можно ехать с комфортом. Есть, кстати, доступ к багажнику.
прямо с салона, соответственно, пошли к багажнику смотреть его. Кстати, очень прикольная штука именно в этом хэтчбеке, эксклюзивно в Альфа Ромео. Это если ты хочешь себя ощущать как в хэтчбеке, ты можешь просто классно себя поднять, и ты все, ты сидишь очень высоко. Реальное ощущение, что ты сидишь в каком-то универсале, и ты прям видишь много всего, и удобно, комфортно, прикольно, потому что не в каждой машине такое есть. А можешь опустить максимально сильно и ехать вообще вот на таком расслабоне, классно, все, солидно, мы расслабленные, мы кайфуем. Мы все это время снимаем, но посмотри, насколько там красиво. Вот это вот невероятное небо, оно все время во время нашей съемки, и я не могу не показать тебе его еще раз отдельно, просто природа. Лайк 100%. Красота. Как я уже говорил, багажник открывается с ключа. Собственно, это мы и делаем. Вот так он красивенько открылся. И открываем. Так, ну у нас тут немного хлама. Мы возили картошку. Это чтобы не запачкать багажник. Тут полиэтилен, собственно. Но багажник вполне себе большой. Я не знаю, сколько литров, честно, я не подготовился. Но здесь должна быть еще одна полочка. Нам ее скоро привезет прошлый хозяин. И вместе с сабвуфером, кстати. Так, есть ниша под багажником, само собой. И здесь вместо докатки есть специальная пена для заполнения колеса. То есть нет докатки, но есть пена. Закрывается багажничек с такими двумя специальными ручками. Точнее, любой одну из них. Либо вот так вот, либо так, как хочешь закрываешь. Но здесь есть удобные ручки для того, чтобы закрыть багажник. И мы его закрываем. И на этом практически уже, пожалуй, все. Вот так он мягенько, аккуратненько закрылся. Итак, что я могу сказать в целом по машине, какие впечатления? Это на самом деле очень прикольная, эмоциональная, небольшая машинка. Машинка, учитывая то, что она очень резво рулится, очень резво ускоряется, красный классный цвет, она еще и наполирована, мы ее еще и помыли, она теперь вообще выглядит шикарно. И, естественно, опять же, когда ты ее закрываешь и отходишь от нее, это та машина, на которую ты будешь оборачиваться, на которую ты будешь смотреть, которая даже в потоке, она будет выделяться. Потому что, ну, это же Альфа Ромео, это итальянская классная спортивная машина, не универсал, не седан, а спортивный, прикольный, веселый хэтчбэчик. В целом, мне она очень нравится. Ее бы довести до идеала, что вполне возможно мы и сделаем. А на этом все. Спасибо тебе большое, что ты посмотрел это видео. Пиши, если тебе понравилась эта машинка. Пиши впечатления в целом от видео. Это мой первый опыт в съемке такого плана видео. Мне понравилось. Если тебе понравилось, можешь также это написать. Мне будет приятно. На этом еще раз все. Спасибо за просмотр и пока.